Плохая новость, время летит. Хорошая, вы в кресле пилота. И сейчас действительно очень сложно что-то планировать, потому что если раньше мы планировали на 3, 5, 10, 20 лет вперед, то буквально за последние месяцы стало невозможно не то, что год планировать, а что будет на следующей неделе или в следующем месяце. И вы знаете, действительно можно сказать, да бог его это планирование, да зачем, будем жить так, как есть. Но в такие моменты каждый человек начинает искать в чем-то опору. И эта опора может быть в разном. Для кого-то это семья, и человек уходит просто с головой в семью, в детей, начинает им уделять очень-очень много времени и погружаться туда. Для кого-то, наоборот, это здоровье. Кто-то начинает вспоминать, что неплохо бы, да, быть в таком здоровом теле, в здоровом духе, в бодром духе. Кто-то начинает с головой уходить в работу, такое часто бывает у мужчин, а с учетом текущих реалий у женщин, и начинает работать, строить карьеру, пытаться заработать больше денег. А я уже очень-очень много лет нахожу опору в планировании. Последние 15 лет я изучаю эту тему. И вы знаете, я пробовала все. Я вставала в 5 утра, обливалась холодной водой, писала по 100 целей на неделю. И часто бывало в книгах писали, если не успеваешь, напиши еще 100. И они тоже не срабатывали. И я пробовала на себе буквально все методики. Потому что когда я начинала изучать тайм-менеджмент, было только 2 книги. И я думаю, а как я проверю? Я начинала все тестировать на себе. И действительно, за эти годы вышли какие-то крупицы, которые мне начали помогать. И что самое важное, из всего того, что я изучила, я поняла, что, слава Богу, сейчас уже нет дефиса «или». Что любая женщина, любой мужчина уже давным-давно может совмещать и карьеру, и семью, и самореализацию, и еще много всего, и не надо выбирать. И если, конечно, говорить про себя, да, то я думаю, даже я не буду уже повторяться, потому что представление было на несколько страниц. Действительно, я успеваю многое, и это не благодаря какому-то волшебному дару или волшебной палочке. Нет, это просто четко структурированные знания. И если возвращаться к тому, а как же нам жить прямо сейчас, в этом моменте, то есть конкретные методики, которые я применяю и советую применять, и они действительно работающие. И первую я бы прям предложила вам прямо сейчас взять либо листок, либо взять телефон, любое место, где вы можете что-то записать и зафиксировать. Пока я рассказываю это упражнение, вы его начнете делать и, возможно, продолжите. А я думаю, аудитория у нас сегодня активная собралась, поэтому я предлагаю вам поучаствовать. И первое упражнение называется «Выгрузить все из вашей головы». Что это значит? У каждого из нас есть ворох дел, которые мы планируем делать. Это могут быть мелкие дела. Надо сходить к стоматологу, нужно обновить гардероб. У меня сломалась, там, я не знаю, какая-нибудь туфля, мне надо ее починить. И они нигде не записаны, они просто сидят у нас в голове. Там, в нашей же голове, еще бывают такие задачи, как, например, выучить английский, поехать в другую страну, получить образование, второе высшее. То есть все, что на фоне купить штаны, рядышком находится с выучить новый язык, да, там какой-нибудь испанский, китайский. Но есть удивительный момент, что наш мозг может одновременно держать в фокусе 4 вещи. И что он продолжает делать? Когда у него наполнились эти 4 вещи, дальше он начинает свои поступление новой информации раскладывать как его, так скажем, душе угодно. И после этого получается что? Что когда мы что-то ищем, особенно сейчас, я думаю, вы мне поможете. У кого такое было, когда выходишь из квартиры и такой, я точно клал здесь ключи? Поднимите, пожалуйста, руку. Либо телефон. А теперь не стесняемся, никто не будет вас называть забывашками или потеряшками. Да, действительно, просто потому, что мозг запомнил то, что он успел, а остальное он начинает раскладывать по другим частям памяти, и уже не факт, что ты вспомнишь, что надо в нужный момент. Это упражнение помогает нам выгрузить все из головы, и после этого вы начинаете себя чувствовать действительно повелителем своей жизни и своим временем, просто потому, что у вас перед глазами вся информация. И вы знаете, я однажды делала такое упражнение с топ-менеджером женщины крупного банка, и она выписала 235 таких вещей, которые она держала в голове. И она сказала, наверное, плохое упражнение, лучше сжечь бумажку и сделать вид, что мне это все делать не надо. Потом она, конечно, поняла, что все равно делать это все придется, и мы начали с ней работать дальше.
Это первый момент, который может помогать справляться с текущей обстановкой, выгружать все, что у вас тревожит в вашей голове, особенно на фоне дел, задач, планирования, таких важных информаций. Просто листок, ручка, выписываем. Второй хороший подход — это информационные окна. И если буквально в январе этого года, выступая как раз на конференции Forbes, я рассказывала, что я практикую жизнь без телефона, то есть я, например, живу половину дня, беру телефон на полчаса, то сейчас, за последний месяц, признаюсь честно, я такой же обычный живой человек, как и вы, информационные окна у меня трансформировались. Теперь я живу, наоборот, с телефоном, и пытаюсь его отключить хотя бы на полчаса днем, вечером, да, или утром. И то, что, например, работает у меня, можете на себе потестировать, причем буквально прямо сегодня. Я не пользуюсь, стараюсь, скажу честно, не всегда получается, не пользоваться телефоном с 10 вечера до 10 утра. Что это позволяет? Когда мы пользуемся телефоном перед сном, наш мозг начинает сильно загружаться. Фоново нам начинают сниться какие-то страшные плохие сны, либо мы чувствуем какую-то фоновую тревогу. И это просто от того, что мы получаем огромное количество информации, не всегда позитивной, и наш уровень кортизола, да, гормона стресса растет, растет, растет. Дальше, третий шаг. Когда мы понимаем, что мы знаем, что нам делать, мы понимаем, что мы должны находиться, да, в ресурсе и убирать от себя хотя бы чуть-чуть подальше телефон, начинаем распределять в день. Смотрим, сколько же мы можем делать задач. И действительно здесь важно отвечать себе на вопрос, сколько мне комфортно. Не парню из книги, как я тестировала, 15 задач в день, и у вас все получится. И ему не важно, студенты, домохозяйка, топ-менеджер, есть у тебя сотрудники, нет. Все как под одно. Я абсолютно уверена, что так не работает. Нужно под себя протестировать и понять, а сколько комфортно именно мне. 2 задачи, 5 задач. И ставить себе такие небольшие дела. И это будет позволять нам держаться в тонусе. И даже в нестабильные, в такие непонятные времена, когда мы даже не знаем, что будет завтра, послезавтра. Иногда у нас друзья мои шутят, говорят, какой у нас план до обеда. То есть это уже считается большим таким горизонтом планирования. Это уже важно расписать и знать. И есть, конечно, большой второй блок, который идет всегда со мной, и, как показали даже текущие времена, он все равно остается. Я его называю «Стань режиссером своей жизни». Вы знаете, в 22 года, такая очень личная история, я говорила, что я буду карьеристкой. Я руководила отделом в косметической компании и говорила, что у меня ни семьи, ни детей, ни мужа не будет. Наверное, видя кольцо, можно сказать, что-то, похоже, пошло не так. Но я выполнила упражнение, которое прочитала в книге. Необходимо было на 10 лет вперед, мне тогда было 22, я решила до 30, сделать горизонт планирования, написать, какой я вижу свою жизнь. И я начинаю писать, и у меня появляется в моей картине мира 3 детей до 30 лет. Я сначала быстро все это выкинула, потому что думаю, что-то это не по плану пошло. Но где-то в голове у меня это все засело. И что я имею к 30 годам? Угадайте, сколько детей? Конечно же, 3. Вот, думаю, слава богу, что я больше там не написала, а то бы нечаянно пришлось исполнять. Но что важно, когда мы смотрим вперед на много лет, то даже текущая нестабильная обстановка, она вас все равно не собьет с вашей большой цели вперед. И опять же, если это взять не как просто послушать и сказать, ну классно, хорошая тема, да, может попробую, выделить себе буквально 2-3 часа свободного, спокойного времени, когда вас никто не тревожит, вы никуда не опаздываете, вы приходите в какое-то очень комфортное, очень классное для вас место. Это может быть кафе, может быть дома посидеть, можно на природу. А особенно с учетом Питера, мне кажется, здесь можно просто, да, выйти в центре в любой уголочек и уже наслаждаться атмосферой. И попробовать загадать, а кем я себя вижу хотя бы через год. Я не хочу вам предлагать, ну, кем вы себя видите через 20 лет, даже не будем пробовать. Нет, хотя бы на год. Ваша идеальная версия, куда вы стремитесь. И здесь очень важно опереться на такие понятные, простые вещи. Ценность, красота и здоровье. Как я выгляжу, в чем я одеваюсь, какое у меня зрение, какой у меня вес, кто я там через год. И расписать эту идеальную картинку для себя. Дальше. Отношения. Но отношения глобально, не только, да, любимый человек, а отношения с друзьями, отношения с семьей, отношения, опять же, с любимым человеком, если он есть. А если его нет, то как раз подумать, может быть, неплохо, чтобы он появился через год. Саморазвитие.
Какие вы книги прочтете за год? Какое образование вы получите? На какие курсы вы сходите? А может быть, наоборот, где-то перестанете что-то читать и слушать? Дальше самореализация. Это, для меня супер важный блок, который я, наверное, как можно сказать, с одной стороны, домохозяйка, но активная карьеристка, буду пропагандировать всегда. Кто вы там через год? Какой у вас бизнес? Какая у вас карьера? Хорошо, не хотите вы что-то в себе добиваться? Какое у вас дело для вашей души? Чем вы будете заниматься и кайфовать от этого? И расписать, по всем важным большим областям жизни, какой я там через год. И вы знаете, есть удивительный момент во времени, что оно все равно пройдет. Хотим мы этого, не хотим. Пройдет год, пройдет 5, пройдет 10 лет, и мы окажемся там через 10 лет. Но вот вопрос, мы в эту точку конечную придем с тем планом, который у нас был изначально, или мы придем туда случайно и, оглянувшись, скажем: ой, вообще-то я не хотела весить столько, и я не хотела так жить, и я заниматься хотела другим. И вот важно, то, что мы себе запланируем, как говорят исследования, на 82% уже легче достигнуть, чем просто то, что мы нафантазируем. И, наверное, главный посыл, который мне хочется сегодня до вас и до наших зрителей донести, что очень важно еще не только планировать, но и делать. И только от нас с вами зависит, что у нас будет в жизни через год, через 5, через 10 лет. Поэтому мечтайте, планируйте и делайте. Спасибо.